Друзья, привет всем! Ну что, сегодня на канале впервые у нас тяжелая артиллерия. Итак, устали вы все от наших 2-литровых и подобного литража турбовых соков? Погнали! Это BMW 7 серии с двигателем LS 5,3 литра с огромной турбиной на метаноле. Итак, начинаем наш обзор. Классная тачка. Бэха семерка. Это 700 какая? 50-я. 5-литровая? Ну, Эмоции, конечно, очень классные. Первый раз сел в такой аппарат. Реально семерка, BMW семерка, такая только одна и у Майкла Джексона. Вот это точно про этот случай. Карбоновая морда. Посмотрите, какие колеса. Пробежимся пока снаружи, буквально поверхностно, чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело. Дальше мы подойдем к хозяину и начнем более подробный обзор. Посмотрите, какие слики, друзья. Задний мост. Итак, предлагаю тогда в кадр пригласить нашего земляка, а именно хозяина машины, и он расскажет поподробнее, и мы расскажем вам про его историю участия в драг-рейсинге. Напоминаю, что мы из Эстонии, и это конкретно человек, который знает свое дело и очень его уважает. Поэтому тут, по-моему, без лишних слов, поэтому позовем человека в кадр. Тервис, Харри. Этого парня зовут Харри. В общем, что могу рассказать? Я первый раз его видел на гонках в Пярну, и еще на его BMW E30 на полном салоне. Это был в 2016 году. Человек уже катался на гонках. Sinu esimesed sõidud oli kuna? Oligi 2016. International, siis sama Pärnu Speed. В общем, человек начал увлекаться конкретно драгом с 2016 года. Да? Сегодня на дворе у нас 26 год, и посмотрите, в течение 10 лет чего человек добился. Напоминаю, у него есть своя огромная мастерская. Кто наши земляки из Эстонии, можете обращаться. Harris Weldworks. Он занимается конкретно постройкой машин любого класса. То есть сами смотрите, кому что подходит. Не прорекламировать просто будет глупо, потому что у человека огромный опыт, и он сам предлагает свои услуги. Итак, кадры вот этой E30, с чего начиналась его история, тоже вам будет вставлено в YouTube. Tästä alla siinä ei anta. Korrastage ikka tõesti midagi ei ole. Me teame seda puuri ja värki tuleb nagu Vändrast päelaudu või õpetaja ja õpilane. Ivo Soldan lainab, Pärnu ootab siis. Ivo Soldan kähku lainab. Rida 4 mootoriga. Täpselt jah. Rida 4 versus rida 6. Nii. Ei mingit... Harri on väga risti põikega, läheb ja aga mis ajaga läheb? Harri Lillevars 9,9! А сейчас давайте тогда перейдем подробнее к этой машине и обсудим все
самые значимые технические моменты, потому что я человек эмоциональный, и у меня голова кругом от этой техники, в которой я сейчас посидел, и для меня это, как для фаната на данный момент пакета сока с турбиной, здесь я особо ничего не понимаю. Итак, мотор или здесь мотор? on 4. generatsiooni LC9, 5,3 liitrit. Итак, судя по всему, у нас речь идет про серию LS мотора. Это конкретно сейчас 4-я генерация LC9 на алюминиевом блоке с литражом 5,3 литра. Stockcrank, Стоковый коленвал, Sepsis, кованые штуны, соответственно, поршня, кольвейт, Viseko. висека поршня. Stock-gaas, aga kõige suuremad klapid, morditud. KSS, Tartus Kauri tehtud revikett. Summiti kõige kangem nuhkvõll, originaal hüdrotõukur. Головы, можно сказать, частично стоковые, но немножко не совсем переделанные, соответственно. В общем, головы сами как бы стоковые, но клапана стоят больше, усиленные пружинки распредвалов и распредвалы, ну, которые Originaal see, весь ümber tehtud või? ta on jah turbonukk-võll, see Stage 5. Stage 5, Stage 5. И турбированные распредвалы, так скажем, название Stage 5. See ongi nagu konkreetne nimetus nendel, jah, selline? jah, ta ongi lihtsalt, ta ongi niimoodi. Да, то есть Stage 5 это конкретно, грубо говоря, такой производитель, то есть это взято не откуда-то с головы. Stage 5, большой турбо. Для большой турбины, видите, друг друга понимаем в любом случае. Топливо у нас, друзья, мотор осуществляет все эти силы с помощью метанола, дабы было лучше охлаждение и, соответственно, минимизировать риски к поломке. Все серьезные пилоты используют это топливо в драге. Это метанол. Так, как сказал уже владелец, сейчас коробка у нас Power Glide. Kütusega on see, et pihustit näiteks ühes silindris on 2 pihustit ja mõlemad on 2200 cc. Итак, друзья, 8 цилиндров, да, и на каждый цилиндр идет по 2 форсунки, и каждая форсунка из них 2200 cc. То есть суммарно, да, то есть получается на каждый цилиндр у нас 4400 кубатура, через которую проходит топливо. То есть представляете, какой объем метанола потребляет этот мотор. Milline surveaste oli? 11,4. И, друзья, кто говорит, надо маленькую степень сжатия, чтобы больше дуть, пожалуйста, как топливо творит чудеса. Степень сжатия у мотора 11,4. Турбо, пульсар. Pulsar 88-94. Друзья, турбина у нас пульсар 88, 94 на заднице и холод 88. Ja kõige suurem rõhk, mis sul oli? Võistlustel 2,2 barri. 2,2 бара дул человек в этот мотор. То есть... Kuna praegult on originaalkaane tihend, siis peale 2,2 barri originaaltihend teeb. Сейчас оригинальные прокладки, соответственно, больше чем 2,2 бара дуть нельзя, просто будет капут, поэтому это значение давления нельзя сейчас переходить за его грань. Ja palju oli siis hetkel jõudu nagu? Circa. Ориентировочно примерно сейчас 1300 лошадей. Palju ta hoiab see käigu käest? Piir, tal on mingi? 1700 jõudu on see käigu käest. Друзья, коробка это может выдержать 1700 лошадей. А вäänet ei ole, jah? Kuidas? Väänet ei USA-s saa. käib kõik selle hobuju järgi, et seda väänet on raske nagu öelda. Ma ei ole teadnud seda, aga nüüd ma tean. Вот, друзья, пожалуйста, разговор конкретно с опытным пилотом, и вот я не знал, что, допустим, какие-то американские запчасти рекламируют свое качество, там, допустим, или свои какие-то допуски конкретно в силах. Мы привыкли в Европе ориентироваться там типа по моменту, а вот тут выясняется, что вот коробка конкретно на 1700 сил, и в принципе вот так вот американцы измеряют свои детали, запчасти, там свой тюнинг. Performance, torque converter, Ameerika ja custom selle autospekide järgi tehtud. В коробке в этом Power Glide, соответственно, турбина, вот этот бублик тоже тюненный. Вот вы название слышали, там может напишем, не напишем, вам не знаю, кто в теме, тот в теме, если кто не в теме, тут, ну... Я сам не очень сильно разбираюсь в этой фирме, но суть такая, что бублик тоже конкретно тюнячий, чтобы машину раздуть на месте. Это сделано для того, чтобы можно было с места поехать легче, раскрутить коробку, потому что это все очень непросто.
сделать с такими колесами. Так, друзья, задний мост. Это произведение искусства, я сказал бы, заглядение. tagasilda nad nimetavad, et ta on Fordi 9 tolline , aga tegelikult seal ei ole nagu originaali mitte midagi , et ta on täiesti järelturu võidusõidutükk , et aga nad nimetavad Fordi 9 tolli . Strange Engineeringu pooltelje , Strange Engineeringu third member ehk siis diferentsiaal , 3.89 ülekanne . Ja fun fact , see tagasild on Georg Noore auto alt , mille ta 2014 aastal Pärnus maha kandis . Друзья, то, что слышали, то слышали. Единственное, добавлю, что 389 передаточная. То есть достаточно часто и такие цифры попадаются, 389. Единственное, что я мог для себя здесь выделить из чего-то знакомого для меня. Все остальное для меня как бы, ну, прям космос. Но выглядит круто. ei ole . enne oli , kui oli 2 turbot Mäletan, vist oli. ja siis olid puulimise jaoks nitrad , aga ainult puulimiseks pärast sain ilma . kuna Soomes Rootstriidid ja Rootstriidid ei tohi omada topeltülelaadimist , siis me üritasime teda niimoodi saada , et oleks ilma . И напомню вам, что человек делал всю раму сам, абсолютно всю машину строил сам. Напомню, владелец строил машину абсолютно сам, с нуля, полностью, просто полностью. Управляет всей этой прекрасной историей Max Eco Pro мозг. ja tuun on raketibaas , Мгм. Anna Kuiv . И настройщик тоже, так скажем, наш земляк с нашей страны. Это Raketibas, тюнинговая, так скажем, тоже компания. И Janno , Janno. GTR Service , kes sõitis miili peal 400 pluss , see on Jaa. samamoodi Janno tunnitud . И, друзья, кстати, сейчас выясняется такой момент, кто из Эстонии знает, очень легендарная машина есть, которая неоднократно каждый год занимала рекорд скорости в Эстонии на 1 миле. Это GTR. Вот ту машину, которую настраивали вот этот GTR, эту же машину настраивает вот этот настройщик. turbojuhtimine , vaata klassikaliselt on , võtab nagu turbo enda rõhust Jaa, eeskäit selle jaa, signaali jaa. . meil on CO , Ja. mis siis 2 solenoidiga juhitakse ülemiskambrit , et saaks boost'i nii nagu tahame ja see on selle jaoks , et ta oleks täpsem ja kiirem . Друзья, здесь нету системы вакуума, как в обычных турбированных машинах. Тут конкретно используется CO2, это, насколько я понимаю, как кислород. See on nagu täiesti puhas nagu... tegelikult see on puhas hapnik , aga öeldakse , et CO , vaata . Ну, в общем, это как чистый кислород получается, правильно? Насколько я понимаю. И для чего это сделано? Чтобы вестгейты срабатывали максимально быстро и не было никаких там пролагиваний или еще что-то. То есть, чтобы не было лага, чтобы все быстро срабатывало. Ну что, детские игры закончились, мать его. Ну как это еще назвать? Просто. Все, нержавейка. kollektor on roostevaba , 316 materjal , kõik on käsitöö . Dial 44 racekäik , aeromotiiv , regulaator , 200 piirsteid . Друзья, смотрите еще раз. Владелец сам делал вот эти коллектора. Это полностью нержавейка. Посмотрите, как все аккуратно сварено. Абсолютно все. То есть еще раз напоминаю, кто хочет качества, знаете, куда обращаться. Вестгейты, все очень-очень круто сделано. Абсолютно кастомные все рейки. Посмотрите, по 2 форсунки, как и говорили. kuivkvarter . Кстати, вернемся к мотору. Я хотел спросить, но что-то подзабыл. Масляная система мотора у нас сухой картер. То есть на таком моторе, я считаю, это тоже очень-очень круто. sest et LS-i tüüpikangi ülitus , see on kõige nõrgem koht neil ja et siukse hobujõu ja G-jõu juures siis on kuivkvarter kõige kindlam . Итак, у этого мотора существует проблема с его смазкой, поэтому сухой картер для него просто прям как пить дать. Лучше всего, лучшее решение – это сухой картер. И крутится это заглядение 8,5 оборотов. Вот вам и V8. Сейчас пытаемся выяснить, какой здесь РС. Многие есть фанаты РС, просто мне самому стало интересно. Я им прям не являюсь. В том плане, что многие считают, если там РС меньше, чем 1,6, то там якобы крутить нельзя, свыше там уже 7000. Просто вот решили узнать, сейчас посмотрим.
В общем, друзья, RS 1.68. Вот он, огромный пульсар. Посмотрите, выход просто, да, вот вам. Телефон. 5 tolli. 5 дюймов. Кому не лень, переведите в миллиметраж. See on mingi siis 120. Toru on 130. Ну, в общем, 130 труба снаружи, нормально? Ja turbo inlet on 6 tolli. Забор воздуха в турбину у нас 6 дюймов. See on siis mingi 150 võib-olla milli, jah? 150 миллиметров примерно вход в турбину. Представляете? Esisild on Eesti ühe kõige kõvema inseneri, kes teeb sillakinemaatikat, tema välja mõeldud. Ja kõik on tehtud reguleeritavaks, et saab hästi kiiresti kõrgust reguleerida, pluss siis kõik nii nagu mis vähegi võimalik on. Porsche 944 S2 support, BMW E36 316 ketas ja BMW E90 rattarummud. Это, друзья, для тех, кто будет говорить, что здесь от BMW ничего не осталось. Осталось и очень даже много. В общем, мост регулируется достаточно легко. Хотя на первый взгляд, конечно, это не скажешь, потому что сам не волоку так сильно в этой машине, но владелец может быстро отрегулировать это и говорит, что это очень удобно, здесь все расположено. Друзья, поворотный кулак весит всего лишь 1,4 килограмма, то есть 1400 грамм. Борьба за каждый идет, за каждые 100 грамм, поэтому это тоже достижение. Никаких проблем с охлаждением нет, потому что в этом сезоне уже стоит радиатор здесь, соответственно, охлаждается потоком воздуха также и через нос, через переднюю часть автомобиля, да, и, соответственно, никаких проблем по тосолу у нас нету. See on siis õli, käigukasti, jah? Õli jahutab. Ja. Sest et õli on 12 liitrit ja selle ajaga ta ei lähe nii kuumakski. Это радиатор у нас, кто подумал, что это как изначально мотора, да, но нет, это радиатор конкретно относится к коробке передач. Масло 15 V50, Яко, и всегда было все с ним четко, то есть ручаемся, масло очень-очень хорошее. Тут нагрузки запредельные, поэтому просто так никто не будет здесь говорить неправду, все четко. Kui kõik kiidavad motulit kogu aeg, siis motul on mingisugused ained ära kaotanud, mis oli see kõige parem. Ja kui motul on Prantsuse õli, siis Jaco on samamoodi. Ja Jaco on tegelikult oluliselt vanem firma. Ta on lihtsalt, tema see reklaam ei ole nii hea, aga tegelikult on, ma ei saa öelda, et ta on parem, aga ta ei ole üldse kehvem kui motul. Ja ta on natuke soodsam ka. В общем, Яко масло, со слов владельца, оно нисколько не хуже ни по составу, ни по своей технологии. Просто оно чуть-чуть дешевле, и у них поскромнее реклама. То есть, опять же, я этого не знал, я вот, может, тоже попробую. Почему нет? Siis võib-olla elektrist, et see andurite kogus siin, et me kõik, mis on võimalik põhimõtteliselt, me logime. Mootorid, veetemp, veerõhk, kütuserõhk, õlitemp, õlirõhk, front travel, taga 2 nagu travelit, kõik EGT-d, kõik silindrid, back pressure'id, ühesõnaga põhimõtteliselt kõik, mis on võimalik. 3 lambdat, et nagu kõik, mis on vähegi võimalik, seda üritame. Ma tahaks öelda, et 28 kanalit andureid. В общем, очень все серьезно. Кто-то спросит, для чего вот это, да? See on, kui näiteks plahvatab na midagi siis. Backfire, et siis see teeb, et ei lõuks midagi muud ära. Чтобы, если вдруг какой-то будет взрыв здесь, это место является слабее, и тогда ничего не разорвет внутри. SFI рейтинг sellele on, et 12 barri pealt peaks katki minema. Лучшее время четверти мили. Данная машина проехала 8,4 и lõppkiirus. Siiamaani parim on 263. Лучший выход был 263 километра. See on ka kõik meil enda tehtud. Ja tegelikult on ju, kõik on karbon. Põhi, loopad. Кстати, мы пропустили очень важный момент, да?
Даже дно, смотрите. Это, Мгм. там. Igal pool nagu Kõik, mis on võimalik. везде, в общем, где можно, стоит у нас установлен карбон. See on minu kätte töö. Ise tegid, jah? Jah. Сиденье сделал сам владелец. Я бы даже не подумал. Ja iste oli enne kui auto. Tegin selle aa, istme valmis ja jaa, siis jaa. alles tuli kere tuppa. Друзья, прикол, седло было сделано до постройки этой машины. Siis võib-olla tegelikult, mis on üks auto osa, on see asi. Jahutusmoodul. Need otsad lähevad käiguhästi külge peale tõmmet, Jaa. sest käiguhästi temperatuur on Jaa, 110-120 jaa. kraadi ja sellega siis ta hakkab käiguhästist õli imema, jahutama ja tagasi lükkama, et sellega jahutada käiguhäst maha. Мгм. Вот, друзья, кто у нас чуть поумнее и посообразительнее, наверное, сразу же понял, человек после каждого проезда приезжает сюда, и это приспособление работает вместе с его КПП, то есть подключаются шланги, и все масло с коробки начинает гонять по кругу, остужать, потому что масло превышает иногда, или может не превышает, но в районе 110 градусов, и вот эта вся приблуда, вся вот эта техника остужает масло, дабы машину подготовить как можно скорее к следующему заезду по температурным режимам. То есть, ну, про-подход, друзья, это про-подхod. Pressi on kutsutud, kaks tükki, üks on tuppa, teine on kapoti alla, mõlemad on eraldi aktiveeritavad. А mismoodi nad näiteks hakkavad Ise manuaalselt, ise tõmban. Siis siin kohas muidu käib, kui kunagi oleks see Streetway'gi võimalus, siis siia käib kütusepaak, nagu bensiinipaak. Ja siis on igale poole kerele näiteks siuksed kõrvad keevitatud, et panna lisaraskust ja auto neid nagu kaalu seadistada. Kõik kohal. Друзья, смотрите, дело, вот поговорили про подвеску, что подвеска регулируется там по-всякому, да. Смотрите, еще на раме есть такие дополнительные ушки, да, приваренные. И сюда можно дополнительно машину нагружать каким-то либо специальным весом, чтобы играть с зацепом, потому что старты лютые, машину таскает иногда бывает не по-детски, и это все входит в настройку подвески также. Здесь у нас картерные газы. Ja nad lähevad sul läbi kõik. Raami. И да, вот впервые просто посмотрите, это просто искусство. Любимый вопрос всеми. Toas. Toas samamoodi. See on käiguhästi kuulutus. Ja siis läheb sinna ja vaata seda üle istmefilmid, siis on kaks jämedat voolikut, mis taha lähevad. Ma šoki. Palju sul umbes, no ei ole lugenud nagu palju läks kokku raha nagu seda? Raha pole. Aega. Ja vaata seda. Glass machine. Ja, о, soft close, да? В общем, Оригинал. семерка. В общем, друзья, да, впервые в жизни я сам видел, чтобы вот ВКГ, ваш любимый всеми вопрос, как реализовано ВКГ. А вы когда-нибудь думали, что оно может быть реализовано так? Только что было подснято, вам показано, что ВКГ реализовано таким образом, оно проходит через всю раму машины, да, через каркас безопасности, и вот, пожалуйста, отсюда выходит. aga mille pärast see oli kusagil kunagi kellelgi nagu tehtud või sa ise nii mõtlesid või see on mingi reegli pärast, lihtsalt ma nii kogenud ei ole? Ja. Mitte tagant, läbi raami nagu? Ameerikas põhimõtteliselt kõik autod ehitatakse nii. Selge. See on puhtalt ohutuse pärast, et kvarteri tuutuspaak oleks taga, et kui sealt pritsib, et ei saaks tagarattale minna, et ta oleks peale tagaratast. See on puhtalt selle pärast. Вот, друзья, пожалуйста, в этом видео, насколько мы стали умнее, да, вот, допустим, я никогда не знал, что вот так вот в Америке в настоящих драговых машинах реализована система вентиляции картерных газов, да, вот только что владелец объяснил, почему. Оно все проходит через раму, то есть, соответственно, нигде не проливается в салоне,
в случае чего-то либо. И выходит конкретно вот это здесь взялось не просто так, потому что колеса здесь, и вот у нас здесь. И если, допустим, что-то там выйдет или прольется, ни в каком случае не попадет это на колеса, да, и не будет как бы никакой опасности разложиться или еще что-то. Как бы, ну, круто, круто. Тут можно долго стоять. Постараемся вам побольше кадров еще наснимать с этих заездов этой машины, потому что, ну, это мега круто, это реальное искусство. see kere Mis kere, mis aasta kere, vabandust? 90, Üks, 90. 90. 90-го года кузов машины. Originaalis 730 730. manuaal ja see auto sõitis kunagi Street Race'e. Sul filme mingi ei leia midagi? Pildi leian, kus ta avalaksul sõitis. Tal oli 12 midagi sõitis. M30, turbo, 3,5 liitrit ja oligi see Panzerfaust Racing oli poistel nimetatud nimi. Ja mis oli aeg? 12? 12.4 ma peast ei mäleta. Ja väike träägislik ja kiltsil ja see oli aastal 2014 äkki. А mis mootor see on? M30. M30. Друзья, наверное, надо было начинать нам видео с этого, ну да ладно. В общем, история такая. Эта машина когда-то на своем родном кузове участвовала в гонках. Это месяц составляет. Äkki oli 2014. Где-то в 2014 году примерно этот кузов ездил на родном моторе, 3-литровый М30, и машина имела сзади тоже слики, конечно же, не такого размера, как сейчас, и лучшее время прохождения четверти мили было 12 секунд, что является уже очень-очень крутым временем, по мне так лично. Можно сказать смело, что этой машины характер боевой, и владелец дальше продолжил эту историю и довел ее просто до нереальных каких-то, я не знаю, достижений, и на этом еще не остановится. Sest omanik tahtis tehnika maha tõsta, noh tõstis maha ja tegelikult tahtis selle kere vana raudu viia. Ja siis ma kuidagi täiesti nagu kogemata rääkisin temaga. Ma küsin, mis sa tahad selle kere, ma ostan ära. Ta ütles ka, et kuna ta oli natuke haiguse aeg, et aita mootor kast maha võtta ja saad kere tasuta endale. Mul on dokumendid, ta on minu nimel, see number taga on õige number. Ma mäletan, mingi eelmisel aastal oli see number peal. Ja siis ta seisis mul kuni 2023 lõpuni. Seisis ja siis, kui tuli see mõte, et nüüd ehitame, siis sai ta tuppa lõpetada ja siis hakkas see kõik saaga pihta. Sest et see üldse, mul oli see E30 kastikas ja keegi kunagi naeris, kuna see kere oli garaaži juures. Ütles ka, et noh, et järgmised need 7. Ütlesin ka, et idioot, vaimuega, kes see 7-sega sõidab? Aga midagi ei kripeldanud. Ja kuna see kere oli väljas, siis ma hakkasin mõõtma. Ma ei tea miks, ma tulin mõõtma. Panin mõõdusinda siia ja vaatasin, et originaal, see piilar, suur ratas, sest et ratas on siia maani. See on täiesti sama, jah? Täpselt sama suur. Вот слики такие же и стоят там. Можете представить? Ja koobas on siiamaani tehtud. Kõik on originaal ja siia mahub veel suurem ratas ära. Ja siis ma mõõtsin telje vahe ära. See oli 112 tolli. USA-s klassikalised pro-moodid on 110 kuni 115 tolli. Ja siis ma ei oska avastada, aga see on loodud kere kiiresti sõitmiseks. Just see, et sa saate originaal jätta. Друзья, попробую вам перевести немножко, ну, покороче, чтобы вам было быстрее понятно. Не из-за того, что история там какая-то долгая. Нет, недолго, она очень интересная. Просто вам, может, не захотите так долго слушать, вкратце. В общем, владелец ее приобрел, эту машину, таким образом, что он не хотел... Одним словом, эту машину предыдущий хозяин едва сдал на металл. Можете себе представить? И владелец дал просто машине вторую жизнь. Он ее забрал, там, приобрел, купил, да. Она простояла какое-то время у него в районе, получается, Минги 8, как раз это да? Машина стояла 8 лет. Владелец решал, как что, будет ли ее строить, не будет строить. Потом случайно померил, посмотрел, обдумал и понял, что кузов на самом деле идеально подходит для драга, потому что семерка с такой базой, куда залазят эти колеса, в принципе, без проблем. Понимаете, да?
Вот так вот рождаются мега крутые проекты. И не сразу, заметьте, да, не сразу все получается даже у такого человека, у кого есть серьезные руки и серьезный подход, и мысль правильная, как все реализовать, да. Пожалуйста, машина постояла, но она не оказалась на металле, и в итоге посмотрите, что теперь. То есть, насколько все в жизни может быть по-разному. võistluskaal, kaal Да. koos minuga, kõik paagid täis 1160 kilo, 50-50 kaulajad. See on väga hea. 1160, машина весит вместе с водителем 1160 синуга. С водителем тонну 160 килограмм, и развесовка у машины находится в идеальном, получается, соотношении, это 50/50. Вот так вот. kõik tuled ka töötavad, suunatuled, signaal, ohutuled, pidurituled, tagurdused, kõik tuled. Все фонари работают. Итак, друзья, на сегодня будем заканчивать. Нужно дать владельцу тоже отдохнуть. Завтра он будет на ней, надеюсь, пробивать рекорды, так скажем, новым. Пожелаем человеку новых рекордов. Завтра будем снимать вам и все покажем вам на ваши экраны, все заезды этой машины. Поэтому подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки, и будут интересные для вас видео. А Харрис пожелаем удачи, Спасибо. чтобы все у него было круто, и новых рекордов, и новых достижений с этой машиной. Все, друзья. Спасибо. Всем пока. Пока.
Nüüd tuli jah, nüüd tuli meelde. Sellest paarist siis Janar Lütrile vastane. Ja, kumb neist läheb. Tuleb üks, väga vingeline sõit tuleb siis jah. Ei ole Siin tuleb vinge sõit. Loodame vähemalt, et tuleb. Harrit on vähemalt näha. Ja Harri 997-242 kilomeetrit tunnis läheb siit edasi Janar Lütile vastu finaali. Tiit Suits 9,97 ja 257. Loobitu rääkida koomale. Mitu korda. Aga Janar Lütt parema rajale tema vastu. Aplaus rahvas! Nii, nüüd on see päeva viimane. No nii. Janar Lütt paremrada, Harri Lillemars vasakrada, Pro Street klassi finaal. Ja turvaliselt lõpuni lähevad mõlemad. 9.05, 272 kilomeetrit tunnis parem rada. Aga
28, aga ta läks ka püüdkeskmisi. See on ta andnud oluline nimel.